Сколько раз я вам говорил, купите 5 гигагерцовый роутер, пускай самый дешевый, а вы мне не верили. Ребят, у многих плохо работает 2,4 ГГц роутеры, и я вам сейчас расскажу про одну очень серьезную причину, почему нужно купить 5 ГГц и почему 2,4 все-таки исправить уже, наверное, не удастся, и почему в старых роутерах там более-менее что-то работало. Короче, на канале Технозон сегодня для вас вот такая вот информационочка, почему 2,4 уже все. Поехали. Слушайте, мы на главной странице моего канала. Подписываемся, нажимаем колокольчик. А я вам сейчас объясню одну простую вещь. Многие мои подписчики используют ТВ-боксы, многие используют компьютеры, радиомышки, обыкновенные радиопульты. Они используют, например, какие-то радиоклавиатуры и огромное количество периферийных устройств, включая и Bluetooth мыши. И это все я к чему веду. Дело в том, что вся эта периферия работает на 2,4 ГГц. Да, на 2,4 ГГц. И вы скажете, нет, но она же не может вот так вот плохо работать Wi-Fi 2,4 ГГц, если вот вокруг столько там радиомышей, радиопультов, ведь все-таки там ТВ-бокс рассчитан на то, чтобы к нему подсоединять через донгл пульт, да, и вы правы, и это не влияет. Дело в том, что во всем виноват USB 3. И сейчас все так, что значит USB 3 виноват? Я вам объясню. Дело в том, что ТВ-боксы с USB 3, телевизоры с USB 3, роутеры с USB 3, любые другие устройства, например, те же самые компьютеры с USB 3, будут очень плохо работать с 2,4 ГГц роутерами. И сами по себе роутеры в этом не совсем виноваты. Виноват именно стандарт USB 3. В свое время я читал статью на TP-Link, TP-Link пытались это объяснить, но тут нужно нам обратиться, наверное, на сайт usb.org. Это официальный сайт самого по себе USB стандарта. И здесь есть шикарная статья. Она называется USB 3.0 Radio Frequency Interference Impact on 2.4 GHz Wireless Device. О чем идет речь? Дело в том, что Intel в свое время, я сейчас открою этот файлик, Intel в свое время, еще в апреле 2012 года, когда появилась эта проблема с появлением Wi-Fi 5 ГГц в широких массах, проводила целое исследование. Здесь есть целый огромный документ, вы можете получить к нему доступ и почитать. На тот момент они связались и начали читать конкретно, вернее, начали тестировать конкретно, из-за чего же такая проблема, которая влияет, допустим, на мышки. Ведь на самом деле работает не только 2,4 ГГц плохо Wi-Fi, то есть некоторые говорят, у меня на старом роутере работает ТВ-бокс, там, сколько там, 100 мегабит, а вот купил ТВ-бокс новый, он работает, там, сколько у меня там, 10-15 и все. И ты, Технозон, врешь, ты нам насоветовал плохие ТВ-боксы, ты нам насоветовал плохие роутеры. Не я виноват, ребят, виновата сам по себе стандарт USB 3. О чем идет речь? Оказывается, при использовании стандарта USB 3, идет интерференция именно в 2,4 диапазоне. Это значит, что при использовании USB 3 устройств, я вам покажу один прекраснейший график, который показывает интерференцию в различных частях диапазона. Это так в очень простых словах. Сейчас многие меня начнут поправлять, вы будете правы, я знаю, о чем вы хотите написать. Но вам будет вот так вот проще. 2,4, вот он отмечен балочкой, вот такой вот черненькой, и 2,5 подвержены максимальной интерференции, а в 5 ГГц нет, при использовании USB 3 устройств. Особенно при использовании быстрых вариантов USB 3.1, 3.2, там где есть такой себе прикольный стандарт супербыстрого обмена данными. И долго и нудно они это все дело тестировали, и получилась такая вот фигня. Я вам сейчас одну интересную картинку тоже покажу. Они тестировали радиомыши, они тестировали
под подключение жестких дисков. И изначально сама по себе компания Intel думала, что проблема в тех устройствах, которые подключаются. На самом деле все намного интереснее. Вся вина лежит на портах USB 3 интерфейса. И именно поэтому во многих роутерах на текущий момент существует вот такая вот штука, как когда используется маршрутизатор USB 3.0, это оказывает определенное влияние на Wi-Fi 2,4 ГГц. При необходимости вы можете отключить USB 3.0, и система автоматически переключит в режим USB 2.0, не влияя на Wi-Fi 2,4 ГГц. Это, кстати, роутер Xiaomi, китайская версия. То же самое вы можете увидеть у именитых брендов. Например, я дома использую Asus AX GT, Asus ROG Raptor AX 6000. Да. И вот видите картинку, там то же самое. Вы можете переделать ваш, скажем так, USB 3.0 в USB 2.0. Потому что все знают об этой проблеме, но решить ее, к сожалению, просто так невозможно. И тут у нас возникает вопрос, так вот почему же для ТВ-боксов нужно 5 ГГц? Есть некоторые моменты. Кроме того, что ваш USB 3 может давать вот такую вот шикарную интерференцию, есть еще такое понятие, как загруженность каналов. Дело в том, что Wi-Fi 2.4, я вам сейчас покажу даже просто-напросто в общих настройках, даже на китайских роутерах вам будет все абсолютно понятно. Существует всего лишь 13 каналов и всего лишь 2 частоты полосы пропускания, 20 и 40 МГц. Вот, пожалуйста, у нас сейчас используется 8 канал от 1 до 13. В диапазоне 5 ГГц существует 20, 40, 80 и 160 МГц полосы пропускания. И каналы, начиная от 36 и заканчивая 165, плюс еще есть какие-то дополнительные, бывают DFS каналы, там 167, 169. А если говорить про 6 ГГц, то там вообще все намного интереснее и там намного больше каналов. Но 6 ГГц, я честно вам скажу, не сильно праздную, потому что скорость немножко ниже, чем у Wi-Fi на 5 ГГц. Да и само по себе исследование показывает, что в 7 ГГц, от 5 ГГц до 7,5 существует тоже интересный момент с интерференцией этих самых волн при использовании USB 3. Ну, тут уж есть как есть. И мы получаем, что у многих стоит 2,4 диапазон Wi-Fi в домах, в многоквартирных особенно, всего лишь 13 каналов, которые они начинают делить, и у нас получается там падение скорости. Притом, если вы используете, например, там USB 3.0 какой-нибудь девайс, свисток для интернета, какую-нибудь флешку вставили в USB 3, например, какой-нибудь жесткий диск, карту захвата, да много чего еще, даже элементарную мышь, проводную мышь, которую вы вставляете в USB 3, будет всегда влиять на Wi-Fi 2,4 ГГц. Wi-Fi 2,4 ГГц будет работать в идеальных лабораторных условиях при выключенных всех устройствах, при отсутствии дополнительных точек 2.4, тогда он покажет максимально реальную скорость. Ширина пропускания, пропускная способность 5 ГГц Wi-Fi намного выше, намного быстрее, и это один из тех моментов, почему даже для тарифа ниже 100 мегабит нужно купить все-таки 5 ГГц роутер, потому что если вы подключите там 5-10 устройств до 100 мегабит на 5 ГГц, это будет намного быстрее, чем вы подключите их на 2.4. И это сказал не я, это говорит вам компания Intel. А при использовании USB 2 порта, да, у вас не будет интерференции в 2.4, но извините меня, жить в каменном веке я не готов. Готовы ли вы, решать вам. Ну и конечно же, ссылочки на очень дешевые 5 ГГц роутеры, а есть и на дорогие, лежат в описании под видео, как и обзоры на них. Ну а с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.